День 1619, Алекс на связи. Можно ли построить умный дом на какой-нибудь одной экосистеме, например, там, экосистема от Xiaomi? Это, конечно, интересная тема. На самом деле я начинал строить умный дом, тоже, в принципе, была такая идея взять готовый комплект от системы Xiaomi. Это был шлюз от Xiaomi, который работает по Wi-Fi, и, соответственно, к нему можно подключать разные датчики Zigbee. В комплекте было несколько датчиков движения и датчиков открытия двери. Была кнопка беспроводная, тоже работающая по Zigbee. Ну и сразу я там еще дополнительно взял несколько датчиков температуры и влажности. Конечно, это все можно с собой связать, и, в принципе, оно неплохо подключается. И даже эти датчики я сейчас использую уже вне системы от Xiaomi. Но, в принципе, их можно туда завести. Для этого нужно на телефоне установить приложение от Xiaomi Mi Home. И в этом приложении сначала добавить шлюз, а потом уже добавить туда все дополнительные датчики, которые были в комплекте. Сами датчики температуры и влажности, они, конечно, неплохие. В принципе, они достаточно компактные. Они работают в батарейке CR2032. И, как показала практика, очень долго они могут проработать, примерно 1,5 года. Они измеряют и отправляют в систему умного дома показания где-то раз в час, либо при изменении на полградуса или влажность, если влажность изменилась на 5%. Это, конечно, в принципе, достаточно для большинства каких-то сценариев использования и позволяет в какой-то мере экономить батарею. Также датчики движения, они тоже, в принципе, очень компактные. Есть аналогичный датчик, конечно, от Takara. Они, в принципе, совместимы. То есть не обязательно, что только от Xiaomi покупать датчики. Но если, в принципе, брать только Xiaomi, конкретную марку, то, конечно, и эти датчики тоже хорошо работают. Они хорошо определяют движение, достаточно чувствительны, и у них можно тоже настраивать время реакции. То есть они, если сработали, то в течение минуты примерно они показывают, что движение обнаружено, и потом еще раз проверяется. И если движения в течение минуты не было, то они автоматически отключаются. И это тоже можно использовать в сценариях. Датчики открытия двери или окон, они вообще считаются самыми лучшими на рынке. Именно датчики от Xiaomi, они очень компактны. Там используется очень маленькая батарейка, но при этом у меня такие датчики уже проработали, наверное, больше 2 лет. И, в принципе, пока заряд показывает, что он еще практически 100%. Даже и несмотря на то, что эти датчики стоят на самых часто открываемых дверях, это в туалет и ванну. И, конечно, это очень хорошие датчики, и они достаточно быстро срабатывают. Сама логика очень простая, то есть либо открытие, либо закрытие. И дальше на основании этого уже можно делать в сценариях разные правила, например, включение или выключение света. Есть еще кнопка Xiaomi беспроводная, она тоже очень интересная сама по себе. Конечно, у нее, в принципе, батарейка довольно быстро разрядилась, но это зависит от того, во-первых, как ее часто использовать, потому что она пока не используется, она, в принципе, ничего не отправляет, никакую информацию, и, в принципе, очень экономно из-за этого расходуется батарея. Но у нее очень много вариантов нажатия, то есть можно нажать
1 раз, 2, 3 и так до 6 раз можно нажимать. Это разные будут события в системе умного дома. Можно нажать и удерживать, и это тоже будет отдельным событием. И при отпускании тоже передается информация, сколько времени была нажата кнопка. И это тоже можно каким-то образом обрабатывать. Есть еще много других устройств, датчиков, которые, в принципе, совместимы с экосистемой от Xiaomi. То есть это фактически суббренд Aqara. Не все датчики, но многие, они тоже доступны. Их тоже можно привязывать к экосистеме от Xiaomi. Например, там, датчики присутствия, те же кнопки или датчики открытия, или датчики температуры влажности, или датчики движения. Они тоже все доступны и тоже подключаются, и их можно использовать, все эти устройства совместно. Для управления, например, освещением есть у Xiaomi есть дополнительно разные устройства. Ну, понятно, это лампочки, розетки. Их, конечно, не очень много вариантов разных, но они, в принципе, доступны. Есть разные реле, которые тоже можно подключать. Но их тоже очень мало. Но и, в принципе, очень много производителей, которые тоже поддерживают экосистему Xiaomi, и можно их устройства тоже добавлять в приложение. Это и лампочки, например, E-Light, или там есть IKEA, Philips, то есть, в принципе, достаточно много устройств можно тоже найти, которые будут совместимы. Ну и есть еще проводные и беспроводные выключатели, которые тоже можно подключать. У Xiaomi только недавно появился выключатель проводной, который с круглым подрозетником, а до этого, конечно, все выключатели были под квадратный подрозетник, и их было очень сложно установить. То есть надо было либо на этапе ремонта это предусматривать, либо уже при готовом ремонте, если такой выключатель приобрел, то нужно будет в стене ломать дырку побольше и туда уже ставить квадратный подрозетник и в него уже этот выключатель устанавливать. Ну и, наверное, один из самых больших минусов экосистемы от Xiaomi и, в принципе, и саббренда Aqara — это в том, что так придумал этот производитель, а этот Xiaomi является именно производителем этих устройств. То есть, например, если взять Tuya, то они только все эти протоколы и экосистему обеспечивают, а сами устройства не производят. Это производят другие уже компании на рынке, которые просто обеспечивают совместимость. Но у Xiaomi, у них именно и производство всех своих устройств свое. И, конечно, во-первых, они не могут сделать так много устройств, как могут сделать все другие вместе взятые. Да еще и плюсом Xiaomi поделила весь мир на разные рынки. И если есть устройства для экосистемы, например, для китайского рынка, то их, конечно, гораздо больше, но они будут несовместимы с устройствами других рынков. И надо будет, например, приобретать тогда все для одной страны и уже привязывать полностью все устройства к этой стране. Но если, например, китайский язык выбирать приложение, то будут все надписи по-китайски, будет говорить по-китайски, и нужно будет с этим разбираться, потому что будет довольно сложно все это настраивать. Но, конечно, там гораздо больше устройств, и единственный, конечно, минус то, что у китайских, у них там, допустим, свои эти же подрозетники и, например, свои вилки у розеток. То есть, конечно, нужно будет это учитывать при монтаже. Это будет все не очень надежно, там в розетку вставляться, держаться крепко. То есть, нужно будет всякие переходники еще использовать. В самом приложении уже можно будет разрабатывать разные сценарии
принципе, там достаточно неплохо можно организовать и написать достаточно много сценариев. Они поддерживают варианты включения и выключения сценария из других сценариев. То есть, если, например, один сценарий запустился и, например, нужно, чтобы какие-то другие в этот момент не запускались, то можно их тоже там отключить. Это, в принципе, удобно. Я попробовал, пописал разные сценарии. Но единственный минус, конечно, наверное, самый большой, то, что это все просто в приложении. То есть нельзя нормально сделать какой-нибудь бэкап этих сценариев или, наоборот, где-то позаимствовать и просто скопировать этот сценарий. То есть все-таки это нужно будет с нуля разрабатывать. Вручную эти сценарии прописывать, каждый сценарий.